Представьте себе утро. Вместо будильника мягкий свет из окна. Вы просыпаетесь, чувствуя себя полным сил, точно так же, как вчера, и позавчера, и 100 лет назад. Вечная жизнь? Когда-то это была сказка, миф, мечта алхимиков и философов. Но сегодня это один из самых горячих вопросов в сверхсовременных лабораториях по всему миру. Ученые в стерильных помещениях, окруженные сложнейшим оборудованием, не просто мечтают. Они активно работают над тем, чтобы разгадать главную загадку природы – почему мы стареем. И самое главное, можно ли это остановить? Генная инженерия, клеточная терапия, молекулярная биология. Названия звучат как научная фантастика, но эти дисциплины уже сейчас дают нам инструменты для невероятного вмешательства в сам процесс жизни. Вполне возможно, что ключ к бессмертию спрятан не в волшебном эликсире, а в микроскопических спиралях нашей ДНК. Но, конечно, идея вечной жизни не родилась в пробирках современных генетиков. Тысячелетиями она волновала умы наших предков. Пройдитесь по старинным библиотекам, загляните в пыльные фолианты, посмотрите на бюсты великих мыслителей прошлого. В их трудах, мифах и легендах вы найдете отголоски этой всепоглощающей мечты. От поиска философского камня, способного даровать бессмертие, до религиозных представлений о вечной душе или загробной жизни, человечество всегда стремилось преодолеть конечность своего существования. Великие цивилизации оставили после себя монументы и знания, пытаясь хотя бы так оставить свой след в вечности. Это глубокое, почти инстинктивное желание жить дольше, познать больше, не терять тех, кого любишь, оно живет в нас веками. И современные научные поиски – это лишь новый виток этой древней мечты, реализованный с помощью других инструментов. Вернемся в лаборатории. Сегодня ученые исследуют не абстрактные эликсиры, а конкретные молекулы, гены и процессы. Они изучают тело на невероятно детальном уровне, как клетки делятся и стареют, как ошибки накапливаются в ДНК, как тело борется с повреждениями. Мы уже умеем читать генетический код человека. Представьте, мы видим инструкцию, по которой строится и работает наше тело. И теперь мы начинаем понимать, какие опечатки или сбои ведут к старению и болезням. Технологии редактирования генома, вроде CRISPR, позволяют нам, пусть пока и в экспериментах, исправлять эти ошибки. Разрабатываются методы регенеративной медицины, чтобы восстанавливать изношенные ткани и органы. Возможно, в будущем старение станет не неизбежным концом, а просто еще одним заболеванием, которое можно лечить. Эти исследования невероятно сложны и требуют огромных усилий, но каждый новый шаг приближает нас к пониманию и, возможно, к контролю над процессом старения. Но давайте остановимся и подумаем, что если наука действительно достигнет цели? Что если люди смогут жить не 100, а 1000 лет, или даже больше? Представьте наш мир, современный мегаполис, суетливый, быстро меняющийся, живущий по ритму тикающих часов. Как в этом мире будет ощущаться вечность? Изменится ли наше восприятие времени, когда его станет бесконечно много? Потеряет ли ценность каждый прожитый день, если впереди их будут миллионы? Какие цели мы будем ставить перед собой, если не будет привычного успеть до старости? Как изменится общество, семья, отношения? Ведь сегодня ценность моментов, встреч, достижений часто определяется именно их конечностью, ощущением здесь и сейчас. Если у нас будет вечность, что станет самым ценным? И, пожалуй, самый острый вопрос.
А зачем человеку жить вечно? Что будет наполнять эту бесконечно долгую жизнь смыслом? А может быть, вечная жизнь даст нам именно то, чего не хватает в бешеном ритме города. Возможность остановиться, замедлиться, по-настоящему увидеть красоту мира. Представьте, у вас в запасе неограниченное количество времени. Вы сможете годами изучать одну бабочку, наблюдать, как растет дерево из семечка, путешествовать по всем уголкам планеты, не опасаясь, что не успеете. Вы сможете освоить десятки профессий, изучить все языки, прочитать все книги, но природа живет по своим циклам. Сменяются времена года, текут реки, растут леса. В вечности мы, возможно, сможем глубже понять эти циклы, стать частью чего-то гораздо большего. Или наоборот, бесконечное повторение природных процессов может наскучить. Станет ли зелень менее яркой, а пение птиц менее мелодичным, если слушать их вечно? Природа прекрасна в своей цикличности и обновлении. Сможет ли человек в вечности сохранить способность удивляться и ценить красоту так же остро, как сейчас? Посмотрите на лица людей вокруг. У каждого своя история, свои мечты, свои страхи перед будущим и неизбежностью конца. Возможность жить вечно изменит не только отдельного человека, но и все человечество. Каким станет наше общество, когда исчезнет страх смерти, этот мощный стимул что-то успеть, оставить след? Будем ли мы стремиться к развитию или погрузимся в рутину бесконечных дней? Как мы будем строить отношения, зная, что они могут длиться веками? Вопросов гораздо больше, чем ответов. Наука стремительно движется вперед, и то, что вчера казалось фантастикой, завтра может стать реальностью. Мы можем быть на пороге величайшей трансформации в истории человечества. Но прежде чем сделать этот шаг в бессмертие, нам, возможно, стоит честно ответить себе, готовы ли мы к нему? И самое главное, зачем нам действительно нужна вечная жизнь?